Привет, друзья! Это «Привычки по понедельникам», и сегодня у нас такой немного особенный выпуск. Меня зовут Мила Хейл, и сегодняшний выпуск будет про то, что когда-то вот было обычным, простым, теплым и, возможно, теперь потерялось. Давайте заглянем назад, посмотрим, какие привычки были у наших, например, родителей, бабушек, дедушек, а может быть, даже наших предков. И, может быть, не будем так далеко заглядывать, а может быть, заглянем в наше детство, например. Может быть, там были какие-то привычки, которые нам пригодятся сейчас в жизни. Давайте посмотрим. Первое, что приходит в голову, это, конечно, давайте про то, что мы с вами... Никогда такого у нас не было в детстве. Я говорю о людях, которые примерно моего возраста, да, и чуть помладше. Мне сегодня, кстати, исполняется 70. Вот, я немножко говорю таким хриплым голосом, я немножко простыла, видимо, под кондиционером, у нас очень жарко на улице. Когда я прихожу с улицы домой, и вот здесь сижу, где вот я сейчас вам записываю перед компьютером этот выпуск, у меня здесь кондиционер работает, мне нужно закрывать дверь, и чтобы не дуло на меня. И я все время это забываю, и вот простудилась я немножко, извините. Вот голос у меня немножко другой. Так вот, вспомните, вот в детстве у нас не было клубники в январе, правда? Зимой там компот из сушеных яблок, весной зеленый лук с подоконника, и зимой еще всякие там консервы, да, огурчики, помидорчики, там капуста. Летом огурцы прямо с грядки или помидоры, которые вот у нас, например, дозревали дома, вот эти зеленые помидоры у нас были везде, буквально под кроватями, под диванами, везде, где только можно, у нас были эти зеленые помидоры. Вот они где-то с начала июля до, наверное, конца сентября, вот они зеленые, зрели, и вот мы их ели, подружки ко мне приходили, вот, и до сих пор вспоминаем об этом. Потом в сентябре заканчивались, и их больше уже нельзя было купить до июня, когда начинали их привозить из Астрахани первые помидоры, как сейчас помню. Заготавливали на зиму, да, помидорчики, огурчики. У нас был такой небольшой участочек, там 3 сотки. Мы там тоже с родителями мы помогали, тоже, в общем, выращивали это все. У нас были очень много яблок было, мы их тоже и заготавливали. Что-то хранили там на зиму, по-всякому пытались хранить. И сушила у меня мама, в общем, такое было. Но мы все равно мы ели вот то, что было здесь и сейчас, да. А сейчас, смотрите, приходишь что-нибудь купить из продуктов, там у нас авокадо из Перу, там какие-нибудь... Черешня у нас 2 раза в год бывает, это вообще, я считаю, что это вообще сезонный фрукт, ягода, потому что она бывает у нас, вот сейчас июнь-июль будет черешня, и потом из нашего полушария северного, а потом в декабре из южного к Рождеству бывает черешня, но она не бывает круглый год, опять же, сезонная ягода получается. Но чаще это всего все овощи и фрукты вот круглый год, правда? Я не говорю, что, понимаете, у меня нет какой-то ностальгии, что раньше было лучше. Я просто хочу обратить на это внимание, что часто мы ворчим. Вот там помидоры, огурцы не такие вкусные бывают, совершенно там какие-то пластиковые, я читаю иногда комментарии. Так, ребят, пожалуйста, не покупайте их зимой, правда? Тогда можно вернуться к сезонным овощам и фруктам. Например, вот у нас, я подумала, что как раз вот начала вот это все вспоминать и подумала о том, что я, наверное, на этой неделе выберусь, вот здесь у нас есть такая за городом ферма, ехать минут 20 от нас, и она такая, знаете, вот ты приезжаешь на эту ферму и собираешь, что хочешь, а потом как бы взвешиваешь это все, платишь, в общем, собираешь сам то, что тебе нравится, аккуратно собираешь. И мы обычно собираем клубнику там есть еще голубика, есть... ежевика из ягод и всякие разные овощи, морковка, лучок, вот огурчики, помидорчики, в общем, вот вам, пожалуйста, сезонное, и есть, конечно, фермерские магазины, где именно сезонное такое продается, но оно круглый год все равно есть, потому что теплицы кругом теперь, да, но вот это сезонное можно найти, и, мне нравится туда ездить, потому что, во-первых, на самом деле такое вкусненькое, а во-вторых, поддержать фермеров хочется. И что я еще вспомнила вот из привычек, да, мне очень нравилось, вот в семье у нас была такая штука, мы по воскресеньям, когда я была маленькая, мы вместе обедали, у нас как бы наша семья, и там мои родители и брат, и мамина сестра, ее семья, там бабушка еще моя жила, и, в общем, мы вот вместе собирались где-то, раз в неделю не скажу, раз в 2 недели, может быть, мы собирались по воскресеньям на такой вот обед, без телефонов, конечно, да, без телефонов теперешних, без спешки, вот за большим столом, и
вот в детстве этого не осознаешь, вот как это важно, а сейчас уже не вернуть, да, но иногда просто стоит вот про это вспомнить, что вот нам нравилось в детстве, и какой-то кусочек этого, чего-то приятного попробовать вернуть назад, даже вот с этими, например, обедами, да, у нас, например, получалось это довольно-таки долго здесь с соседями с нашими. Нас вот 3, значит, мы и еще 2 моих соседей, мы, раз в месяц, наверное, собирались на обед на домашний. Там к ним приходили еще гости, в общем, такая большая компания собиралась. Это было здорово. И, значит, в одном доме у нас была все время американская еда, какие-нибудь там гамбургеры или стейки на гриле, а в другом, значит, у Эми, например, мы всегда что-то готовили из рыбы. У нас такой рыбный получался обед. У нас по-всякому было, и тоже муж, например, мог готовить гамбургеры на всех на улице, на гриле настоящем, а я иногда готовила, иногда они просили русский обед, я готовила там борщ, вот это вот все, оливье, значит, там, какие-то салатики такие необычные для них, в общем, короче, это все у нас было, но вот, к сожалению, жизнь идет вперед, и все меняется, и соседи мои разъехались, буквально вот 2 дня назад я проводила в Луизиану свою соседку-учительницу, которая поехала к себе на родину. Вот, она там ушла на пенсию, и ее пригласили работать там, где она, в этот городок, в котором она жила раньше. Вот, проводили мы ее. Грустновато, честно говоря, но что делать, жизнь меняется. Попробовать все-таки можно вернуть что-то, да, вот из детства. Может быть, вы что-то свое вспомните и попробуйте тоже вот такое вернуть. Это очень приятно, я думаю. Теперь смотрите, вот продвижение, да, мы сейчас считаем, что надо заниматься спортом, вот это вот все. Но наши, конечно, там прабабушки, там бабушки и даже родители не ходили ни в какие залы, они вставали в 5 утра, топили печь, несли воду, пололи грядки, двигались везде, потому что по-другому было нельзя. И, честно говоря, я не могу сказать, что... Знаете, говорят, вот там раньше жили люди. Понимаете, вот мы должны ценить то, что у нас есть. Все равно сейчас люди живут дольше, комфортнее, и просто нужно помнить об этом, что да, тогда люди двигались весь день, а мы сидим там в машине, за ноутбуком, на диване, а потом придумываем все какие-то там упражнения, где-то ищем, да, в Ютубе. Это неплохо, кстати. Покупаем там абонемент в зал, не всегда ходим. Я, честно говорю, я всегда хожу 3 раза в неделю. Это у меня уже ритуал. Я не могу пропускать, если только вот заболела. Вот сегодня, кстати, не была. Но надо не забывать о том, что можно двигаться и в обычной жизни, как наши вот предки, да. Даже вот, например, я работаю, я даже, например, с удовольствием даже, можно сказать, пылесошу весь дом, а он у меня не очень маленький, там мою окна, потому что я понимаю, что это еще движение, это добавка движения в мою жизнь. И еще радуюсь, что я вполне справляюсь с этим, да. Просто вот нужно понять, что вот это, что не забывать, что можно лишний раз как-то подвигаться без всякого спортзала, просто, например, дома с какой-то вот работой по хозяйству. Теперь давайте еще помните в детстве, вспомним давайте, как можно было просто лежать в траве, смотреть там на облака, смотреть, как ползет жук, нюхать там черемуху, собирать листья на гербарий. Мы сейчас, конечно, оторваны от природы, и тоже я предлагаю вот подумать и вернуть хотя бы какой-то кусочек из нашего детства, просто вот, даже просто выйти вечером на балкон, полюбоваться на небо, полюбоваться на луну, которая бывает, просто необыкновенная. Я буквально несколько дней назад гуляла, вот как она взошла, вот эта луна, она такая огромная, когда она только-только входит, да, и вот она оранжевая, какая-то такая красивая. И я вот не могла уйти даже с улицы, прям на нее любовалась, пока уже прям еле затолкала себя домой, уже, наверное, около 10 вечера. Или, например, взять чашечку кофе утром, пойти в какой-то парк, посидеть на скамейке в парке. Я уже вот говорила, что мы иногда с мужем берем в 6 утра, вместо того, чтобы пить кофе где-то вот у нас, мы обычно выходим на бэк-ярд летом, и даже и в другое тоже время. Но мы садимся в машину, я его, ему не очень хотелось, но я его расшевелила. Садимся, и у нас тут в 5 минутах есть озеро красивое. И вот мы сидим просто на берегу озера и пьем кофе. И времени немного тратится, и просто здорово. И вот просто ждем рассвет, вот так можно сказать. И где-то вот найти кусочек природы, и вот просто там поваляться на траве, там в парке, может быть. То есть попробовать это тоже такое вернуть из детства.
Теперь немножечко о вещах поговорю. Помните, как раньше одежду там переделывали? У меня мама все время что-то перешивала, там, передавали по наследству, да, какие-то там... Я помню, как мама там штопала носки даже, и это не считалось стыдным, это было нормально, и даже нас учили штопать носки на уроках труда и прямо отметки ставили. Я этого терпеть не могла. Кстати, на лампочке, знаете, на такой, на перегоревшей лампочке нужно было вот эту круглую дыру вот каким-то образом там переплетением таким делать такую штопку. Это, конечно, слишком, но сейчас мы покупаем, носим, выбрасываем вещи, и это мне вот, кстати, тоже не нравится. Ну, в принципе, вещи — это просто товар, я не хочу там как бы привязываться к этому, но что мне здесь нравится, это то, что знаете, я могу свои вещи, вещи сына, когда вот он особенно рос, много было, те, которые хорошие, которые можно носить, которые мне, например, разонравились, которые мне там что-то не то, я складываю и отдаю благотворительной организации, которые, они там часть продают, часть просто раздают, ну, в общем, это уже их дело, я им отдаю. А если совсем что-то такое уже, ну, не то, что совсем, если какое-то изношенное, что уже не отдашь, то можно просто складывать, такие у нас ящики стоят там около школы, около фитнеса, куда вот я езжу, там просто написано вещи и, например, старые вещи и старая обувь, даже кроссовки, вот это вот все, я не выбрасываю в мусор, а складываю туда, потому что их как-то перерабатывают. Вот у меня, честно говоря, у меня как-то вот на душе спокойнее от этого, что я не выбрасываю просто так, а иногда даже могу что-то починить. Я тут недавно, муж мне говорит: слушай, у меня вот тут пуговки оторвались, вот я их потеряла, я говорю, сейчас я тебя найду и пришью. Он говорит: ну, у тебя же там машина там в кладовке стоит. Я говорю: какая машина? Швейная. Я говорю: подожди, что, я не могу руками пришить пуговицы, что ли? Он так удивился, он говорит: да, ты можешь руками пришить? Я говорю: конечно. Ну, в общем, короче говоря, иногда и можно что-то руками поделать, что-то там, я не знаю, или отдать перешить, или что-то самим починить. Это даже не про экономию, знаете, а про уважение. В общем, вот к вещам попробовать относиться вот так, да, что не совсем просто уж все выбрасывать. Ну, я не могу, я никому, значит, не осуждаю, я просто рассказываю то, что у меня, то, что я вижу, например, да, я не осуждаю никого, в том числе вас, например, что вы там что-то выбрасываете. Нет, конечно, вы, наверное, меня понимаете, да, можете в комментариях написать, как вы... Хотя у меня как-то не получается, никто у меня в комментариях ничего не пишет, но неважно, может быть, кто-то напишет, как вот вы справляетесь со старыми вещами. И еще, знаете, о чем хочу поговорить? Вот, например, тоже вот из детства. У меня мама пекла пироги обычно по субботам, и вот когда у меня уже дети были, даже уже маленькие, потом уже даже взрослые дети были, мы приходили по субботам к маме, там обедали, она нас кормила обедом, и она нам раздавала пироги, вот эти, которые она пекла, вкусные пирожки по субботам. И это был такой прям какой-то ритуал. А весной, например, вот в моем детстве тоже, я помню, мы с мамой тоже мыли окна на 1 мая, прибирались в квартире и мыли обязательно окна. А 7 ноября это была такая генеральная уборка, это как бы такая тоже, ну, то есть к праздникам, да, к тем советским праздникам, вот такое было. И вот это вот, оно какое-то создавало какой-то ритм, какую-то опору, тоже своего рода ритуал какой-то, можно, значит, такой был, да. И сегодня, я думаю, тоже можно придумать какой-то свой ритуал. Ну, можно какие-то маленькие ритуалы придумать. Вот мы уже говорили там утренний ритуал, о чем утром подумать, да, что сделать утром, что сделать вечером перед сном. Или такой ритуал придумать, ну, например, какой-то свой, например, написать письмо себе в понедельник на всю неделю, что я хочу получить от этой недели. Это не то, что вот план там какой-то, вот там выполнить то-то, то-то. Нет, вот просто какую я хочу неделю, что у меня, как я хочу видеть свою неделю, какая она у меня будет. Вот что-то в таком духе. Ну, каждый может придумать свое. В общем, я хочу просто вас призвать к тому, что вы задумались тоже вот о том, что мы иногда что-то ищем в будущем, ну, может быть, в настоящем что-то новое ищем, да, а может быть, вспомнить про наше детство, поискать что-то в нашем детстве, и стоит, может быть, вернуть вот этот кусочек детства и сделать своей привычкой, своим ритуалом каким-то. Вот еще вспомнила, совсем забыла, но я это обязательно расскажу. Смотрите, я помню, как мы с мамой гуляли по вечерам в мае и июне, когда пели соловьи. Они поют, я до сих пор помню, до 15 июня. Где-то с 15 мая по 15 июня мы ходили с ней вечером, часов 8 выходили и спокойно, медленно ходили, значит, доходили до такой березовой рощи, и там стояли, слушали соловьев.
Ой, какое было чудесное время. Вот я сейчас пишу, сейчас я вот все записываю и вспомнила. Вот, можно что-нибудь такое тоже придумать для себя, для своей семьи, там, для детей, для внуков тоже. Это же так классно. Потом они будут это все вспоминать. Итак, все, на этом все. Спасибо, что вы были со мной. Услышимся на следующей неделе. Пусть эта неделя для вас будет теплой и уютной, вот как в детстве. Берегите себя и не забывайте, что простое – это часто самое настоящее. С вами была Мила Хейл. Спасибо.